Помимо традиционных куличей, мы обязательно готовим творожную пасху. Некоторые говорят, что это вкуснее мороженого, что наша творожная пасха вкуснее любого торта. Поэтому я с удовольствием поделюсь с вами нашим семейным рецептом творожной пасхи. Многие любят на стол поставить сырную, либо, как ее еще называют, творожную пасху. Для того, чтобы приготовить это очень вкусное лакомство, возьмите 5 желтков и 200 грамм сахара. Только сахар весь сразу не высыпайте. Насыпайте понемногу. Чем больше добавляете сахара, тем гуще становится смесь, и перемешивать становится все тяжелее. Но не обязательно, чтобы сахар разошелся полностью, потому что мы эту массу вместе со сливками, с жирными сливками, 400 мл, будем еще варить. Тогда сахар и разойдется. В яично-сливочную смесь хорошо бы добавить особую специю. Ваниль называется. Вот это настоящие стручки ванили. И если вам попадутся именно такие, то возьмите примерно полстручка, порежьте его кусочками и отварите, примерно в 100 мл молока. Добавите это молоко в сливки, и получится очень хороший, очень правильный аромат. Если нет стручков ванили, то можно взять ванильную эссенцию. Буквально 2 капельки будет достаточно. Запах синтетического ванилина не может сравниться с запахом натуральной ванили. Кто умеет готовить домашнее мороженое, знает, что будет происходить дальше. Теперь вот эту смесь при постоянном помешивании надо нагреть. Устанавливаем средний огонь. На среднем огне будем доводить до кипения. Ага, закипает. И теперь на самом маленьком огне необходимо помешивать до тех пор, пока сливки и яйца не начнут загустевать. Мы 10 минут старательно перемешивали для того, чтобы смесь не пошла комками. А теперь ее можно снять с огня, она остынет и загустеет. Смесь 400 мл сливок, 5 желтков и 200 грамм сахара рассчитана на килограмм творога. Во-первых, надо выбрать жирный творог. Избегайте творога диетического. Вот эти все пасхальные блюда, они не про диеты, поверьте. И творог, каким бы он ни был, необходимо протереть сквозь сито. Ну вот и все. Трудоемко, но оно того стоит. 200 грамм хорошего, добротного сливочного масла необходимо порезать кубиками и оставить при комнатной температуре, чтобы согрелось и стало мягким. Теперь это масло смешиваем с творогом. Разошлось масло по творогу более-менее равномерно. Добавляем все самое вкусное. Отличные, слегка поджаренные, очень ароматные, хрустящие фисташки. Завяленную вишню нарезали заранее небольшими кусочками. В принципе, можно взять у кого что есть. Но вот я надеюсь, что кишмиш, изюм найдется у всех. Перемешали, как получилось. Так, и это вполне остыло. Вот чуть теплее, чем комнатная температура. Нормально. И теперь можно смешать яично-сливочную смесь и творожно-масляную. Вам, помимо того, что мы сейчас сделали, понадобятся особые формы для приготовления пасхи. Вот как они выглядят. Это разборные деревянные формы. Их необходимо выстелить марлей в 2 слоя. И все, перекладываем смесь в форму. Ну вот, я беспокоился, поместится ли в 2 формы. А все уместилось в 1. И укрываем марлей. Видите, да, что сверху образовалась некоторая выпуклость. И это хорошо, потому что сейчас сверху надо поставить гнет, для того, чтобы стекла вся лишняя сыворотка. Пасха вызревать должна в холодильнике 12 часов, а лучше сутки. Как я уже говорил, Пасха должна отстаиваться 12 часов. Но у нас была одна готовая, которую осталось только украсить. Чем украсить? Да тем же самым, собственно говоря, что и там, внутри. Изюм, цукаты. Разве плохое украшение?
Вот теперь у нас все готово. Но пасхальную трапезу начинают с яичка, начинают, разумеется, с кулича. Я отрежу небольшой кусок нашей Пасхи, самой верхушечки пирамиды, для того, чтобы попробовать, как получилось. Вкуснее мороженого. Это реально вкуснее мороженого. Вкуснее любого мороженого. Воссоздают русскую кухню. Думают, там какие-то блюда придумывают. Вот это надо продвигать. Можно убрать всю религиозную атрибутику. Но это идеальнейший русский десерт. И если сделать вот точно такие же куличи, но в виде небольших булочек, это идеальная продукция для настоящего русского ресторана, который не стыдно показать иностранцам. А самое главное, перед своими детьми не стыдно было бы. Я желаю вам крепости духа и как следует подготовиться в кулинарном отношении к этому замечательному празднику. Пусть у вас на столе будут и куличи, и крашеные яйца. Если кто-то плов приготовит, замечательно. И самое главное, угощайте друг друга. Желайте друг другу приятного аппетита. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.